Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, второй расклад. Коридор затмений. Весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, и поэтому вы как раз допускаете альтернативные варианты развития событий. И вот я приглашаю вас вместе с картами, их метафорой рассмотреть как вариант возможных обстоятельств вашей жизни. И если мы говорим про коридор затмений, судьбоносное время начинается, как любой коридор имеет начало. Так вот, это 25 марта, и это у нас лунное затмение в весах. Что это в нашей реальной жизни? Это отказ, мои дорогие, добровольный от того, что себя изжило. Может быть, отношения или ситуация по работе, которая, как мы говорим, достала или уже измучила окончательно. Должен быть какой-то выход, и вы можете прийти к выводу, что да, я не могу ни людей, ни обстоятельства изменить, но сам я уже или сама не могу в том же контексте что-то продолжать, поэтому мне себя надо тогда менять или свою какую-то траекторию движения продумывать. Может быть, и действительно тут с вашим творчеством, с вашим бизнесом какой-то пересмотр, или с вашей работой, или мне надоело быть на вторых ролях, я теперь буду делать карьеру, хотя раньше вы об этом, возможно, и не думали. Или новые способы заработка, от прежнего надо отказываться, какая-то стратегия не работает. У кого-то из вас отношения, которые уже не вдохновляют и не радуют. Надо поставить точку, разобраться. В конце концов, вы должны быть счастливы. Вот это основная, наверное, движущая сила наших желаний и побуждений к тому, чтобы что-то менять. Или мы говорим о переменах, или словно мы, знаете, чистим свое пространство, корректируем эту самую реальность. И это может также означать, когда мы дома наводим порядок. Это на самом деле работает. Мы меняем пространство, избавляясь от ненужных вещей. Может быть, они нам дороги, но они уже морально устарели. Или, наоборот, это те вещи, которые вам без конца как служат напоминанием о каком-то пережитом сложном периоде. Вот от таких деталей в своей жизни лучше избавиться, это правда, чтобы нам ничто не напоминало. Или просто в жилище наводим генеральную уборку или делаем ремонт. Мы возвращаемся в другой дом, с другим как будто воздухом, с другой энергетикой. И правда, пространство в последующем меняет нас. У каждого по-своему. Идем дальше. Солнечное затмение в знаке зодиака Овен 8 апреля. И мы зададим себе другой вопрос. От чего я готов избавиться? Или чем я готов пожертвовать, какую цену я готов или готова заплатить. И это не обязательно материальные вопросы, хотя у кого-то может так проиграться. Скорее всего, это или то ваше усилие, или ваша энергия, на что вы готовы, может быть, себя где-то в чем-то прижать, пересмотреть свой график или работы, или свой график жизни. Здесь мы можем избавляться даже от вредных привычек. Или для кого-то программа оздоровления, почему нет? Для меня, для здоровья сейчас это необходимо. И, правда, мне приходится тоже где-то себя корректировать. Вот такие самые разные вопросы из разных сфер жизни мы можем решать в период коридора затмений. Потому что знаете, как надоели какие-то серые будни, либо какая-то история, которая затянулась сверх всякой меры. Или когда мы подошли к тому итогу, когда сколько ни надейся и не жди, мы понимаем, что да нечего ждать. Нужно как-то самому себя изменить, и это в последующем для нас будет новым вдохновением, новыми возможностями. Давайте узнаем. Пока мы говорим на период коридора затмений, и первые три карты, которые мы достанем, будут называться общий фон. Или, может быть, те судьбоносные, как мы говорим, перемены, и каких сфер жизни вашей это может коснуться. Еще три карты достанем, мы их откроем в конце. Это будет означать, чем запомнится период коридора затмений. Чему вам придется уделять больше всего внимания в эти недели? Достанем две карты. Неожиданности периода коридора затмений возможное, как видит Таро. И каков итог, каков результат, узнаем.
Итак, что же за настроение, что же за общий фон королевы Пентаклей? Вы знаете, тут, конечно, эта карта общая, хоть она и придворная, считается карта двора, но мы ведь смотрим на энергетику, поэтому двояко. У кого-то конкретно есть человек важный в вашей жизни, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это у нас Телец, Дева и Козерог. Может быть, какое-то взаимодействие партнерское или в дальнейшем как бизнес, может быть, или у человека асцендент вообще, если мы немножко отойдем от астрологии, это те люди, которые сделали себя сами. И конкретно по королеве Пентаклей она всегда во всех колодах изображена среди райского сада по преданию. Этот сад она построила своими руками. И она умеет мысли свои или свои планы, мечту, намерения, цели превращать в красивый сад нашей жизни. Вот я так думаю, для большинства из вас это правда намерение, цель, которую вы поставите, каким образом я это осуществлю. Или что мне мешает на пути осуществления моей мечты, или то, что для меня очень желанно. Вот такие вопросы, включая вопросы денег, включая вопросы благополучия. И правда, у кого-то дома тоже какой-то порядок вы будете наводить, потому что для королевы Пентакли важно все. И личная жизнь, и то место ее релакса, куда она приходит отдыхать. Это я про дом. И ее заработки, ее прогресс именно в осуществлении ее идей, да, или улучшение жизни, улучшение качества жизни. Вот это все для нее важно. Она земной человек. Ну, вот такая энергетика, и на вас будет влиять, мои дорогие водолеи. А почему? Потому что, посмотрите, аркан повешенный, правда, мне надоела какая-то тупиковая ситуация. Или как будто все застряло, ничего не движется. Может быть, есть в обстоятельствах вашей жизни те пункты, которые уже дошли до своего какого-то предела ожиданий, и вы понимаете, нужно менять что-либо. Может быть, и вы находились в этом периоде ожидания длительное время, и теперь уже вы понимаете, да, ничего не изменится, пока я к чему-то не приложу усилия. Может быть, это ситуация, кстати, по отношениям. И отношениям как и на работе, так и в личной жизни. Нам не сказали «да», нам не сказали «нет», и вроде бы мы чего-то ждем, отказа мы не получили, время идет, но ничего не меняется. Поэтому, вот такой период вам захочется завершить. Вы, по крайней мере, будете думать, как это сделать. А для кого-то из вас захочется быть лидером. Буквально, мои дорогие водолеи, как в той шутливой поговорке: если ты не вожак, то пейзаж не меняется. И тоже это для кого-то побудительный мотив. Я буду делать карьеру. Пейзаж надоел. Вот тут и точно. Посмотрите, двойка мечей изображена в этой колоде карт удивительным образом. Два меча, да, мы говорим. И это всегда какая-то двойственная ситуация, когда нам нужно делать выбор. И вороны – это символ в этой колоде, символ мудрости, где-то отчасти уединения, когда это мы все-таки должны принять важное решение. Не кто-то за нас, не под воздействием каких-то уговоров или советов, например. Нет. И вороны как будто цепляют волосы девушки и создают путаницу. Вот какая-то есть путаница. Может быть, в нашем сознании или в том, что мы хотим осуществить и на что мы надеемся. И есть еще вот эта самая реальность, понимаете? Может быть, что-то нас и вдохновляло раньше, прежде, а потом словно замерло. И от нашего ожидания ничего не меняется, время идет. Мы это тоже можем прочувствовать. Или есть конкретная задача, которую нужно решить однозначно. Не может быть и вашим, и нашим. Или не получится как будто идти или продолжать что-то в двух направлениях. И вот эту путаницу вы будете устранять путем того, что нам нужно просто увидеть реальность, как будто открыть глаза. Быть большими реалистами. Тогда из этой двойки мечей у нас остается один меч. И туз мечей он означает как раз, я часто называю эту карту, выход из лабиринта или из какой-то липкой паутины. Давайте узнаем, чему вы будете уделять внимание. Десятка мечей. Закрывать дверь в прошлое, нечего добавить. Отказываться вот от тех мыслей, да. Птицы у нас летят, и это имеется в виду то, что уже они улетают. Это не имеет никакого значения. И вы смотрите в горизонт. А ваши мудрые мысли, они где-то то, что перспективно, то, что может быть продолжено. Вы это возьмете с собой, но вы смотрите уже в горизонт. Что там было за спиной? Ах, уже не важно.
Я столько смотрю вперед, посмотрите, вам выпадает удивительная карта выбора правильного направления, мои дорогие. Лет 10-20. Всего в картах Таро две карты по выбору направления. Это карта Солнца. Имеется в виду временной промежуток в несколько месяцев. А по звезде 10-20 лет, как по Плутону. Эта карта говорит, нет ничего невозможного. Сияйте, как звезда. Это новые возможности. Да, это не будет быстро. Это, может быть, свидетельствует этот период о том, что вы будете составлять планы минимум и планы максимум. Что же я намереваюсь сделать? Или в конечном итоге, какой результат я хочу получить для кого-то из вас? Смена профессии, смена сферы деятельности, работа на себя, стать медийным человеком, правда? Есть, быть не на вторых ролях, а стать вот этим самым вожаком, получить признание, получить известность, достичь, может быть, того, о чем вы всегда мечтали, нового качества жизни. Если вы творческий человек, это правда, получить всемирную известность. И для вас нет ничего невозможного. Самое главное, чтобы не было путаницы и чтобы не было застоя. Вот как будто два момента, которые вам могут помешать, мои дорогие водолеи, поэтому карта выпадает. Будьте реалистами. Неожиданности этого периода, справедливость. Вы не должны сделать что-то такое, что вам навредит. Да, эта карта причины и следствия. Может для кого-то проиграться. Что как стопор в делах из-за того, что вы взяли на себя прежде какие-то обязательства или подписали документы. Но, надо сказать, забегая вперед, у вас и на этот период вообще не рискуйте собой. Плутон в вашем знаке не рекомендует, как заниматься азартными играми или надеяться на легкие деньги, где-то участвовать в сомнительных сделках или быть с какими-то мутными людьми. Потому что все-таки какая-то правда, она обраткой может прилететь через энное количество времени. Вот у кого-то здесь либо те вопросы, которые, правда, как по личной жизни, какая-то тупиковая ситуация, это вы примете решение, а может быть это и уже происходит, когда вы с партнером расстались, нет взаимопонимания и осталось только эти отношения или их завершение оформить де юре, и будут какие-то суды или разбирательства, медиаторство, все что угодно. Но быть честным с самим собой, вот нам карта говорит, где-то это вторит королеве Пентаклей, для вас будет очень важно. Вот видите, восьмерка жезлов в этой колоде карт, вообще это карта скорости, информации, где-то и нашего принятия решения. По этой карте мы всегда должны откликнуться на что-то, не думать, что завтра нам предложат. Завтра наступит, и никто ничего не предложит. Поэтому, где-то так вот быстро анализировать, а вы интеллектуалы, мои дорогие, значит, как и не повторить по справедливости какую-то ошибку, как и не согласиться на какую-то мутную сделку, к примеру, да, или не поставить себя под угрозу, под удар, как будто, да, из лучших даже побуждений. Все-таки помним, что у нас Хирон в знаке зодиака Овен, образ израненного целителя, и это та священная рана, когда мы могли что-то сделать из лучших, опять же, побуждений, но это не гарантировало нам, что продолжение или какое-то действие продолжится в благородном аспекте или будут какие-то хорошие результаты. Поэтому думать где-то больше про себя, чтобы не было вот этих зависших ситуаций или в дальнейшем каких-то сложностей. И тогда, мои дорогие, вот это самая возможность, как в виде информации, новости. Может быть, и вы где-то найдете эту информацию, или случайно она вас находит. Посмотрите, тут надо быть очень внимательным к тому, что вы вообще слышите, видите, читаете, потому что одна какая-то мысль, или как инсайт, или, может быть, как предложение, для вас будет означать новый пункт, точка отсчета. Посмотрите, жезлы, как во фразе «и 1000 дорог сойдутся в одной точке». Правда, иногда к нам возможности приходят как-то криво. Или мы смотрим и думаем, что за ерунда, вот вообще непонятно. И тем не менее, не отказаться часто бывает очень важно. Почему? Понимание приходит не в первую минуту, а какое-то время спустя. Поэтому анализируйте. Вам придется в течение коридора затмений не раз обдумывать то, что вы услышали, то, что вам предложено, или какая-то информация, и с позиции, как это применить к себе, чтобы мне было хорошо, и я себе где-то не осложнила жизнь. Давайте же мы посмотрим, какой
итог, правда, от чего-то вы как будто будете отказываться, или, мои дорогие, откуда-то уходить. Для кого-то проиграется личная жизнь или завершение каких-то вопросов, может быть, уже даже, если мы говорим по аркану справедливости, это суды. Или, может быть, не именно в коридор заканчивается, хотя у кого-то и такое возможно, но, по крайней мере, вы уже точно будете знать результат. Может быть, медиаторство, или вы договоритесь, и уже финал, он, в общем-то, в целом вам понятен и ясен. Я ухожу по 8 чаш, как будто есть вот этот кубок еще с огнем, но девушка развернулась и уходит. Ей не нужна вот эта миска с тлеющим, как бы олицетворением огня. Ей нужно солнце и, или звезда, мои дорогие. Или когда все дороги сойдутся в одной точке, правда? Вот посмотрите, как у вас выпало, интересно. И поэтому мне как будто полный вперед. Я не оглядываюсь назад. И очень символично, что это с десяткой мечей, которые нам тоже говорит. Да даже и смотреть назад не хочется. По этой карте еще не обязательно уход. Когда мы ищем, кстати, выход из сложного положения. Вот у вас повешенный и двойка мечей. Когда вот эта путаница, и выход мы находим. Поэтому у вас большие возможности. И у каждого, конечно, по-своему. У кого-то вот эта самая путаница в делах, в отношениях, может быть, да, а у кого-то уже все точки расставлены. И само по себе действо. Для кого-то из вас, мои дорогие, это будет означать переезд. Может быть, и опять же, переезд в связи с личной жизнью, изменениями. Я могу такое предположить. Или вы меняете просто место своей дислокации на другой район, на другую территорию, может быть, на другую страну. Это потому, что вы так хотите или обстоятельства к этому принуждают. Но для кого-то смена места жительства может быть и с релокацией офиса, или потому, что вы изучаете что-то, и профессиональный рост и карьера. Вот абсолютно по-разному. Но энергии вас прямо всех зовут только вперед. Как будто, ну, не оглядывайся назад. Посмотрите, несколько карт об этом. Правда, мои дорогие? Можно вот дальше не смотреть. Удивительный, видимо, период для вас. Карта Солнца, исполнение ваших желаний, мои дорогие. Да, это не произойдет быстро. Не прошляпьте, мои дорогие водолеи, как будто начинается все, или может начинаться, как я сказала, по 8 жезлов. Как-то непонятно, без четких ориентиров. Но, наверное, вот это самая звезда, то, что вы хотите осуществить. Со временем все равно получится. Ваш путь к солнцу, мне нечего добавить. Удивительные карты, которые легли словно по нарастающей. Это то, что мы думаем. Это наша ментальность. А это как нам отзывается пространство. Я говорила про новости, про информацию, про возможности. И это то, что может быть достигнуто. То, что в реальной жизни, как королева Пентаклей. Тот сад, который она создала своими руками. Чем же запомнится вам период? Вот словно внутренняя трансформация. Нам девушка показана, она как в гнезде скрутилась калачиком и нашла вот такое место уединения или место, где ей спокойно. И она смотрит вот на сердечко как будто, да, а сердечко, по сути дела, оно само уже не пылает. С одной стороны, это хорошо. Нас отпустили как внутреннее разочарование и боль. Но мы смотрим на него и думаем, что же может мне придать этого импульса, чтобы оно словно заиграло, загорелось, захотелось мечтать, может быть, мои дорогие. Оно как будто загорится, судя по карте, благодаря электричеству. Поэтому какой-то мы ждем словно внешний импульс, посыл, а потом со временем понимаем, что да нет, пока мы сами что-то не определим для себя, не построим себе из наших мечты и намерений четкую цель, и к этой цели не составим какие-то планы, и не будем в этом направлении двигаться, ничего не меняется. Правда, есть риск для тех, кто, ну, как-то не совсем настроен на то, чтобы менять, корректировать что-то в жизни. Есть риск вот так, знаете, в каких-то разочарованиях застрять, мои дорогие. Поэтому в хорошем смысле 4 мечей, она проигрывается, когда мы приводим мысли в порядок. И я так думаю, что какая-то перезагрузка для большинства из вас и будет как раз означать, что я должен или должна с чем-то определиться. Я не имею права на ошибку. Я
И хочу выйти или завершить какую-то историю, которая, по сути, она уже завершилась. Но вот это вот какой-то тени толкай, будем говорить, продолжается длительное время. Да мне все надоело, меня это измучило. Давайте мы посмотрим, чем же это закончится. У кого-то, правда, история в личной жизни, рыцарь чаш. Это хорошее настроение, это вдохновение, это конфетно-букетный период, может быть, ваших встреч, свиданий, романтики, путешествий. Прекрасно все. Но нам говорят, радуйся просто этому моменту. Не строй пока далеких планов, потому что по этой карте мы не можем определить, что это будет в дальнейшем, будут ли эти отношения продолжаться, сможете ли вы на этого человека опереться. Но как будто для вдохновения что-то в вашей жизни происходит, то, что вас радует, мои дорогие, и поэтому будьте реалистами, да. Может быть, вам, знаете, буквально посмотрите, 4 мечей, 5 мечей. С одной стороны, мечи – это ваша стихия, безусловно. Это карты хладнокровия, выдержки, интеллекта, рационализма и откровенности, честности с самим собой. И карты нам говорят, что вот радуйся, может быть, даже мимолетным свиданием, мои дорогие водолеи, почему нет? Радуйся подаренному букету цветов, или радуйся какому-то путешествию, или общению с человеком, который как раз тебя в более позитивную сторону уводит, или он помогает тебе выйти вот из какого-то подвешенного состояния. Не думай, что это будет надолго, а попробуй, может быть, эти отношения, вдохновившись ими, себя изменить, потому что больше оптимизма себе добавишь. Твоя задача, как будто ваша задача, мои дорогие водолеи, не устроить себе как какую-то глубокую философию и застрять буквально на долгий период в ожиданиях, а как раз рационально что-то обдумать, поставить точку и идти дальше. Так и с другой стороны, может быть, вы с кем-то не согласны. 2 мечей у нас как будто вверху. И карта вот 5 мечей. Это ведь первая победа. Нам говорят, с кем-то не поругаться, не расширить дистанцию конфликта, никому ничего не доказывать. Это карта воина в душе. И почему в душе? Это потому, что мы сохраняем собственные принципы. Когда мы кому-то что-то не изъясняем долго, не пытаемся доказать, это не значит, что мы согласились. Мы просто принимаем, у человека особенности характера таковы, что ему ничего не докажешь. Но и себя я менять не намерен. И поэтому не увеличить, может быть, какой-то конфликт или недоразумение с тем человеком, с которым нас еще в последующем столкнет судьба. Отчасти карта справедливости может говорить и об этом. Есть люди, которых мы не исключим из нашей жизни. И это правда. И поэтому какой-то нейтралитет, который нам советует карта, быть мудрым. Посмотрите, как будто человек взялся за голову, и лицо выражает сожаление. А ворон мудрый пытается кому-то что-то там ответить, как будто даже так каркает буквально, и пытается, может быть, успокоить этого молодого человека и говорит, прими эту ситуацию мудро, отпусти ее. Помните, ваше направление Солнце, звезда, и как метод действия использовать разные возможности, или, по крайней мере, просчитать это само собой. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.